Приветствую, друзья, с вами как всегда Андрей. Перед каждым запуском двигателя блок управления делает одну процедуру, о которой большинство водителей даже не подозревают. И если этот параметр ошибочный, тогда мотор будет плохо запускаться, переобогащать смесь и нестабильно работать. Сейчас покажу, как именно это происходит и какие неисправности это вызывает. Что именно измеряет ЭБУ перед запуском? Сразу после включения зажигания, до того как стартер начнет вращать коленчатый вал двигателя, блок управления снимает несколько базовых параметров. И один из ключевых – это барометрическое давление. Почему барометрическое давление так важно до запуска? ЭБУ должен заранее знать плотность окружающего воздуха, потому что это напрямую влияет на начальную длительность впрыска, состав смеси при запуске, а также коррекции по температуре и высоте. Если барометрическое давление некорректно занижено, тогда блок управления воспринимает ситуацию как повышенную высоту над уровнем моря и уменьшает подачу топлива, и поэтому двигатель хуже запускается. А если же оно неоправданно завышено, тогда блок считает, что кислорода больше, увеличивает впрыск, смесь переобогащается, появляются провалы и увеличивается время запуска и расход. Почему барометрическое давление так сильно влияет на все эти процессы? Дело в том, что при разной погоде, на разных высотах, плотность воздуха разная. А как мы знаем, как я всегда говорю в своих видео, двигатель работает на воздухе с небольшим добавлением массы топлива. То есть все изначальные процессы в системе управления двигателем завязаны на расход воздуха. Поэтому блоку управления крайне важно знать этот расход воздуха. Как блок управления вычисляет барометрическое давление на разных системах? Существуют два основных принципа. Первый. Установлен отдельный датчик барометрического давления. Он снимает давление постоянно и используется в более продвинутых системах Bosch, Siemens, Delphi и тому подобное. Но в более бюджетных же системах установлен всего лишь один датчик абсолютного давления. То есть там нет отдельного датчика барометрического давления, а установлен всего лишь один датчик, который измеряет как атмосферное давление, так и абсолютное давление в выпускном коллекторе. Как это происходит? После включения зажигания и до включения стартера двигатель находится в состоянии покоя, поэтому давление в выпускном коллекторе равняется атмосферному, и блок управления двигателем запоминает это значение. Для дальнейшего понимания очень важно понять, что блок управления двигателем именно запоминает данное значение, а не контролирует его постоянно. И это особенно сильно влияет на работу таких систем. То есть, если блок управления двигателем некорректно определил параметрическое давление, то это повлияет не только на запуск двигателя, но и дальнейшую его работу. После начала проворачивания коленчатого вала стартером, блок управления двигателем уже обращает внимание только на абсолютное давление в выпускном коллекторе, а значение барометрического давления держит в своей памяти. Но так как погода может резко изменяться, либо вы едете на дальние расстояния, где погода может отличаться, или, например, вы едете в горной местности, где с каждым километром вы изменяете свое положение над уровнем моря. И, естественно, в данных условиях изменяется и барометрическое давление. Поэтому в данных ситуациях периодически рекомендуется полностью выжимать педаль акселератора, то есть педаль газа, на небольших оборотах двигателя, то есть под постоянной нагрузкой. И в такой ситуации блок управления двигателем переопределяет значение барометрического давления в зависимости от изменившихся обстоятельств. А также, если вы перемещаетесь в горной местности, то периодически рекомендуется останавливать двигатель, чтобы блок управления пересчитал значение барометрического давления. Но это больше относится к старым системам. А на более новых системах ЭБУ уже имеет встроенные алгоритмы переопределения атмосферного давления. Также отмечу еще один очень интересный факт, что на некоторых автомобилях датчик давления встроен непосредственно в блок управления двигателем, что еще больше запутывает начинающих автомобилистов. Сейчас покажу несколько наглядных примеров, по которым вы сможете увидеть, как некорректное значение барометрического давления влияет на работу двигателя. После включения зажигания блок управления двигателем определяет барометрическое давление. В зависимости от региона, погоды и высоты над уровнем моря, данное давление может немного различаться. Но в нормальных условиях средние значения обычно должны составлять 96-101 кПа. Чтобы определить более конкретно, вам достаточно просто посмотреть прогноз погоды в вашем регионе и сравнить атмосферное давление в метеосводке со значениями, которые вам показывает диагностическая программа. И как мы видим, в данном случае двигатель у нас запускается хорошо и обороты его стабильны. Но что же происходит, когда атмосферное давление вычисляется неверно? Вот один из примеров неисправности, и как мы видим, блок управления двигателем неправильно оценил барометрическое давление. Он считает, что оно составляет 111 кПа. На самом же деле в нормальных условиях на нашей планете такого давления быть не может. Поэтому здесь 100%
блок управления двигателем неправильно определил значение барометрического давления. И вот мы видим, к чему это привело. Можем посмотреть, какие у нас нестабильные обороты, как у нас долго запускался двигатель. Здесь он только полноценно запустился, и обороты его крайне нестабильны. Также это очень сильно влияет на топливные коррекции. Как мы видим, датчик кислорода указывает на очень переобогащенную смесь. То есть двигатель буквально заливает топливом. Вот так, казалось бы, какое-то атмосферное давление, но как оно влияет на работу мотора? В данном случае причина оказалась в неисправности датчика абсолютного давления. Сейчас покажу еще более наглядный пример. Вот как мы видим, в данном случае блок корректно определил барометрическое давление, которое составляет 99 кПа, и двигатель работает ровно. Даже во время поездки все работает корректно. Вот как мы видим, при нагрузке блок управления пересчитывает значение барометрического давления, то есть оно изначально составляло 99 кПа, и в процессе движения оно изменилось до 97 кПа. И затем мы останавливаем двигатель. И после того, как двигатель остановился, блок управления пересчитал значение барометрического давления и сделал это некорректно. Как мы видим, у нас снова 111-110 кПа. Такого давления быть не может. И, естественно, после повторного запуска у нас двигатель снова работает крайне нестабильно. И так же, как и в прошлом случае, датчик кислорода указывает на очень переобогащенную смесь. В данном случае причина также в самом датчике абсолютного давления. После замены датчика система начала работать корректно. Но, к сожалению, не всегда причина может быть именно в датчике. Иногда причина может быть и в самом блоке управления двигателем. Вот один из наглядных примеров. Как мы видим, у нас барометрическое давление 97 кПа. Такое давление нормальное для моего региона. И как мы видим, спустя некоторое время блок управления двигателем начал непредсказуемо завышать это давление. Сначала оно стало 104 кПа, и через некоторое время он начал определять это давление как 111 кПа. Поэтому если у вас двигатель работает нестабильно, либо имеет плохой запуск, и при диагностике вы обнаружили, что барометрическое давление значительно отличается от давления, которое в вашем регионе, значит 100% причина именно в этом. Не нужно менять свечи, не нужно менять бензонасос, а нужно всего лишь разобраться, почему блок управления двигателем некорректно определяет барометрическое давление. Самая частая причина заключается именно в датчике. На втором месте это масса блока управления и проводка от датчика до блока управления. И более редкие случаи это неисправность именно внутри самого блока управления двигателем. Причем, как правило, при таких неисправностях блок управления двигателем никогда не выдает ошибку, то есть в его памяти нет никаких кодов неисправностей. Также в моей практике были случаи, когда блок управления, наоборот, занижал показатели барометрического давления. При нормальных значениях 97 кПа он показывал 89-91. Причем блок управления, проводка и сам датчик были исправны. А причина оказалась в том, что на автомобиле устанавливали неправильные датчики. Это были автомобили Chevrolet Lachetti, и по ошибке продавца-консультанта в магазине автовладельцы устанавливали датчики с моторов 1.6 на моторы 1.8, а у них разные технические характеристики, хоть и выглядят они одинаково. Поэтому будьте внимательны и всегда при компьютерной диагностике обращайте внимание на показатели барометрического давления. Если вам интересно, в следующем видео покажу, что ЭБУ измеряет сразу после первых оборотов коленвала и как он корректирует смесь по датчику температуры воздуха. Там еще больше интересных нюансов.